Когда женщина возвращается на работу после рождения ребенка, она замечает изменения в поведении мужа. Она прячет камеру в их доме, чтобы узнать, что он делает, когда остается наедине с ребенком. То, что она видит, повергает ее в шок, с трясущимися руками. Стефани нажала кнопку воспроизведения на записи с камеры. Она придвинулась ближе к краю сиденья, чтобы по-настоящему рассмотреть то, что она видит. Когда ее осенило, слезы потекли по ее щекам. Образы сына и мужа врезались в ее память. Возвращаясь домой в тот вечер, она знала, что ей предстоит очень трудный разговор со своим мужем Сэмом. Она ехала немного медленнее, чем обычно, пытаясь осмыслить то, что она скажет ему. Она вспомнила записи с камер, которые смотрела ранее, и внезапно стало ясно, что она должна делать. Однако это не означало, что будет легче. И подумать только, что они всегда были великолепны в общении, их история любви была прекрасным примером. Стефани и Сэм познакомились в колледже, и с тех пор они были неразлучны. Вскоре после окончания учебы пара поженилась и начала строить совместную жизнь. В течение следующих нескольких лет они сосредоточились на том, чтобы обустроить дом и преуспеть в своей карьере. Стефани поднялась по карьерной лестнице в крупной газетной фирме, а Сэм запустил свой собственный успешный бизнес, что позволило ему работать из дома. Так продолжалось несколько лет, наслаждаясь жизнью в паре и продвигаясь по карьерной лестнице. Вскоре, однако, стало очевидно, что они готовы попытаться создать семью. Они знали, что им будет трудно совмещать работу и семейную жизнь, но они были готовы к вызову. После многих лет напряженной работы они оба почувствовали, что могут сделать небольшой шаг назад от своей карьеры, не отказываясь от нее совсем. Замедление позволит им растить ребенка в свободной от стресса обстановке и проводить время вместе всей семьей. Они были очень взволнованы этой следующей главой в их совместной жизни. Когда Стефани забеременела несколько месяцев спустя, они были на 7-м небе от счастья. Сэм был чрезвычайно внимателен к потребностям Стефани на протяжении всей беременности. Он следил за тем, чтобы в доме было чисто и опрятно, когда она приходила домой с работы, готовил все ее любимые блюда и всегда предлагал ей потереть плечи или ноги. Она не могла лгать, Сэм всегда был любящим, но беременность сделала его еще более заботливым, и ей это очень нравилось. После гладкой беременности у Сэма и Стефани родился маленький мальчик Ксавье. Она взглянула на своего мужа, держащего Ксавье на руках, и поняла, что он будет лучшим отцом в мире. Пара знала, что им очень повезло, и что они оба смогли провести первые несколько месяцев жизни Ксавье вместе, как семья из 3 человек. Стефани взяла отпуск по беременности и родам на несколько месяцев, и Сэм мог много времени проводить рядом, так как он работал из дома, поэтому он мог просто выбирать свои собственные часы. Казалось, что семейная жизнь была естественной для них обоих, и Ксавье процветал в такой любящей среде. Прошли месяцы в этом счастливом пузыре, но вскоре Стефани обнаружила, что над ней нависла темная туча. Ее декретный отпуск скоро подходил к концу, и паре предстояло принять несколько важных решений в отношении своей карьеры и ухода за детьми Ксавьера. Стефани любила свою работу и гордилась тем, как далеко она продвинулась в своей карьере, поэтому она не хотела бросать все это. Но она также не хотела упускать важные моменты с сыном. Пара села и начала обсуждать различные сценарии и то, как все будет работать для их семьи. В конце концов, они придумали план, который их обоих устроил. Стефани вернется к работе, но на неполный рабочий день, в то время как Сэм будет основным опекуном Ксавьера. Поскольку Стефани будет работать меньше часов, Сэм сможет продолжать строить свой бизнес, когда она будет дома, а Ксавье спит. Это казалось идеальным решением, которое позволило бы им обоим продолжать работать над карьерой, которую они любили, и в то же время дать своему сыну лучшую жизнь, которую он мог бы иметь. Настал день, когда Стефани должна была вернуться на работу, и ей стало гораздо труднее расстаться с Сэмом и Ксавьером, чем она ожидала. Она рассказала Сэму о своих чувствах, но он заверил ее, что они делают все возможное для своей семьи. Он пообещал, что будет каждый день информировать ее о том, чем они занимались, пока она была на работе, и напомнил ей, что поскольку она работает меньше часов, у нее все еще есть много возможностей создать прекрасные воспоминания с их сыном. Первые несколько недель казалось, что все идет именно так, как они планировали. Стефани возвращалась домой с работы,
а Сэм встречал ее с улыбкой на лице. В то время как она проводила некоторое время со своим сыном, он направлялся в свой домашний офис и работал. Когда Ксавье ложился спать, пара проводила время, общаясь друг с другом за едой и бокалом вина. Стефани была в восторге от того, насколько все было идеально. Казалось, что у них все получилось, и маленький Ксавье казался таким же счастливым, как и всегда. Однако через некоторое время Стефани начала замечать изменения в Сэме, когда возвращалась домой с работы. Он бормотал ей короткое приветствие, а затем исчезал в своем кабинете. Вечера, когда пара встречалась друг с другом, казалось, больше не происходили, и любой разговор всегда инициировался Стефани. Вместо того, чтобы есть вместе, Сэм проводил долгие часы в своем офисе или ложился спать в одиночестве. Stephanie could not understand what had brought about a sudden change in his behavior. Now that she thought about it, she also found it strange that whenever she got home, none of Javier's toys would be out. Sam had always liked to keep their house tidy, but she'd expected there to be at least a little bit of a mess from a day spent playing. Why did it look like their son never had any toys out? По мере того, как странное поведение Сэма продолжалось, Стефани все больше беспокоилась о том, что происходит, когда она была на работе. Она боялась, что Сэм отдалился от их сына, и что Ксавье не получает необходимой ему помощи. Но каждый раз, когда она высказывала свои сомнения, он отвечал, что все в порядке, а затем запирался в пузыре молчания. Желая получить ответы раз и навсегда, Стефани сделала единственное, что пришло ей в голову. Она установила скрытую камеру в гостиной. Она знала, что это неправильно, но ей нужны были ответы. Ей нужно было знать, что с ее сыном все в порядке, и Сэм почти не разговаривал с ней. Она чувствовала, что не может положиться на его правдивость, если прямо спросит, что он делал с Ксавье весь день. Опечаленная тем, что их отношения дошли до этого, Стефани установила камеру в таком месте, чтобы охватить всю комнату. Она планировала, что запись будет длиться целый день, а на следующий день она возьмет отснятый материал с собой, чтобы поработать с ней и узнать, что происходит у нее дома. Перед тем, как уйти на работу на следующий день, Стефани схватила камеру и сунула ее в сумку. Ей нужно было просмотреть отснятый материал наедине, чтобы Сэм не узнал, что она сделала. Трясущимися руками Стефани подключила камеру к ноутбуку на работе и нервно ждала, пока загрузится отснятый материал. Когда на ее экране появилось небольшое уведомление о том, что отснятый материал готов к просмотру, ей стало плохо. Ее желудок сжался от мысли о том, что она найдет на видео. Она придвинулась ближе к краю сиденья, чтобы получить хороший обзор, и нажала кнопку воспроизведения. Она, наконец, узнает, чем занимается Сэм, когда он остается наедине с ребенком. По мере того, как она просматривала отснятый материал за весь день, слезы текли по щекам Стефани. Она не могла поверить в то, что видела. И когда в тот вечер она въехала на подъездную дорожку, она все еще обрабатывала изображение на экране. Когда Стефани вошла в дом, Сэм вел себя так же странно, как и в течение нескольких недель. Он пробормотал «привет» и повернулся и пошел в свой кабинет. Но Стефани схватила его за руку и велела сесть, потому что им нужно было поговорить. Все для пары должно было измениться. Стефани сказала Сэму, что в последнее время она заметила огромные изменения в его поведении, и что она стала беспокоиться о том, как он и Ксавье проводили время вместе, пока ее не было. Поэтому она установила скрытую камеру в гостиной. Она чувствовала себя невероятно виноватой за то, что снимала своего мужа, и выражение предательства на лице Сэма не облегчало разговор. Она сказала ему, что посмотрела все кадры, которые она отсняла за предыдущий день, и была шокирована, увидев, что Сэм убрал все игрушки Ксавьера. Не заботьтесь о том, сколько беспорядка было сделано, лишь бы маленький мальчик был счастлив. На кадрах скрытой камеры видно, как пара вместе строит игрушки, играет в бассейне с мячом и даже сочиняет музыку на клавиатуре Сэма. Они смеялись с утра до вечера. Повернувшись к Стефани, взяла его за руки и снова извинялась. Она рассказала Сэму, как плакала от любви и радости, видя, как он готовит обед для их сына, а затем болтает с ним, пока маленький мальчик ест. Она рассказала ему, как она смеялась над парой, катающейся вместе по полу.
Но самой трогательной частью видео было то, как Сэм учил своего сына убираться прямо перед тем, как мама возвращалась домой. Пара болтала и хихикала, когда игрушки были убраны обратно в ящик для игрушек, а мебель расставлена на свое законное место, чтобы Стефани не вернулась домой в хаосе. Сэм признался, что он вложил всю свою энергию в то, чтобы каждый день был особенным для их сына, и что в конце каждого дня он чувствовал себя истощенным. Но потом ему пришлось приступить к работе. Ему нравилось веселиться с Ксавье, но он понял, что ему нужен лучший баланс с работой. Хотя было бы легко посадить сына перед телевизором, чтобы развлечь его, Сэм не хотел этого делать. Стефани не могла поверить, как она ошибалась. Она всегда знала, что Сэм был отличным отцом, и видео доказало, насколько он велик. Она позволяла беспокойству и отсутствию общения затмить ее рассудок. Стефани сказала Сэму, что хотела бы, чтобы он рассказал ей о том, как он устал. Пара быстро поняла, что все можно было бы решить с помощью лучшего общения. Они оба приложили столько усилий, чтобы заботиться о своем сыне, что забыли друг о друге и о своих личных потребностях. Стефани и Сэм сели вместе и придумали план рабочей нагрузки Сэма. Этот план по-прежнему позволит ему весело проводить время со своим сыном, но, как мы надеемся, сделает его менее напряженным и истощенным в конце дня. Пара пообещала друг другу, что больше не окажется в подобной ситуации, и согласилась более открыто говорить друг с другом о своих чувствах. Со временем пара пришла к тому, чтобы взглянуть на записи скрытой камеры совершенно по-новому. Хотя Стефани все еще чувствовала себя виноватой за свои действия, она также была рада, что сделала это. Она не только стала свидетельницей драгоценных моментов между сыном и мужем, но и разговор, который он вызвал, сблизил пару. Сэм также больше не злился на Стефани за то, что она снимала его без его согласия. Эти кадры дали ему совершенно новый взгляд на то, насколько их сыну нравилось проводить с ним время, и показали ему, что действительно важно в жизни. Пара решила загрузить отснятый материал в социальные сети, чтобы показать друзьям и семье милые моменты между отцом и сыном. Никто из них не ожидал, что видео станет вирусным. По мере того, как клипы распространялись по всему миру, Сэм получал сообщения любви и поддержки за то, каким замечательным отцом он был. Это был прилив уверенности, в котором он нуждался, чтобы работать над улучшением баланса между работой и личной жизнью. Новый план Стефани и Сэма вскоре сработал, и он почувствовал, как стресс исчезает. Он часами играл со своим сыном, но убедился, что тот должным образом выделяет время для работы над своим бизнесом. Пара вернулась к тому, чтобы проводить вечера за болтовней и смехом, радуясь тому, что трудные разговоры состоялись и что они могут двигаться вперед вместе. Все хорошо, что хорошо кончается, и для них это не могло закончиться лучше. Теперь дело за вами. Как вы думаете, правильно ли поступало, что Стефани тайно снимала своего мужа? Почему или почему нет? Мы будем рады услышать ваше мнение, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.